Всем привет! Заметки дачника продолжаются. Вон та обрешеточка, которую видели в прошлом видео, классная. Короче, пора начинать делать что-то реально грандиозное, крутое. И это будет баня. Это будет баня 5 на 5, 25 квадратов. Вот уже сделано поле. Внезапно, правда, начал? Просто внезапно начал сразу со старта. Вот оно, поле подготовлено. Что тут рассказать по этому нулевому циклу? Залил вот так вот 9 таких вот столбов. Заливал вместе со своим отцом. Вот такое получилось, можно назвать, свайное поле под баню. Довольно-таки прикольно. Значит, идея была, чтобы столб торчал 30 сантиметров над землей. Здесь у меня идет уклон, поэтому пришлось какой-то слой земли снимать и убирать его. А сейчас пройдут тут какие-то фоточки, может, какие-то футажи, которые я снимал. Так, пока я все это делал, работы было очень много такой крупно физической, и снимать реально было некогда. Как это все произошло? Вначале я по своему плану, который у меня есть план, я в скетчапе накидал план, может быть, скриншотик сюда тоже сейчас запущу. У меня были размеры, где они должны стоять. Я от забора отбил по 5 метров. Вот так вот. И, значит, вбил колышки именно посередине столбов. Вбил колышки, натянул между ними нитку. Потом вот сюда, на это место, я поставил такое интересное приспособление, называется в простонародье козлик. И от того вбитого колышка натянул вот так вот нитку на козлик. Значит, отбил 3 метра сюда, 4 метра сюда. И, значит, смотрел диагональ, то есть знаменитая теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Вычисляем нужную нам значение и ищем, чтобы она совпадала, вот эта диагональ. То есть здесь, вот где козлик, мы вот так вот двигаем ниточку. И если совпало на нужное значение, тогда все у нас правильно. Получается идеальный прямоугольник. Ну и все. И так я наметил потом остальные. То есть по своему плану, сколько у меня должно быть следующий столбик, следующий и так далее, и так далее. И потом начались земельно-копательные работы. Отбивал высоту всех столбиков я лазерным нивелиром. У меня есть какой-то лазерный китайский дешевый нивелир, но он рабочий, он классно работает, у него все видно, все четко. Даже в хорошую погоду было вообще несложно как-то им работать. Собственно, отбил высоту на колышках и начали копать. Копали вот реально под высоту столба. И чуть больше вниз под столб мы еще закидывали песок и щебень. Затем мы ставили трубу, вбивали в центр арматуру и вокруг нее еще 3 арматуры. Ничего там не связывали внутри, просто так вот вбили и затем заливали. А отдельно еще папа сделал вот такие вот шапочки, то есть вот эта вот шапочка, и там еще сантиметров 15, так вот 4 арматурины приварены на эту шапочку. То есть когда мы все залили здесь под завязку этот столб, шапочку сверху одеваем и ничего больше не трогаем. В итоге у меня эти столбы уже отстояли вот так вот, недели 2-2,5, как-то так. Затем были большие, опять же, земельные работы, потому что высота разная, то есть мы вот эту землю все выкапывали, вот здесь остался небольшой кусочек еще, а так еще была здоровенная гора земли. Вот что осталось от этой здоровенной горы земли. В принципе, все остальное мы разровняли на участок, сейчас покажу. То есть мы вот так вот закидали ее, где у нас что-то там какие-то перепады были, ямки туда-сюда. Вот так вот мы это все разровняли и засыпали, значит, семенами травы, газона и клевера. И уже можно видеть, что вот. То есть сколько это? Прошло, я не знаю, там неделя, наверное, прошла. Неделя и 2 дня. Вот клевер, травка. Просто засуха большая. Вот всю неделю стоит засуха. Мы тут пытаемся поливать. О, аист, здорово. Засуха стоит и не растет так, как хотелось бы, быстро. Ну так вот, отвлекся. Достали эту землю, застелили геотекстилем все это дело. И сверху еще с моим другом Андреем мы, в принципе, с ними копали. Вот, и потом еще этот щебень возили. Крупный щебень, падла. Короче, 2 дня мы его возили.
Ну так вот, на расслабоне. Чтобы не сильно упарываться, но все равно было тяжеловато. Короче, на геотекстиль какой был, значит, какой был, да, то есть жена у меня было, вот чисто такой черный был, классный такой выбран, все как мне надо, я даже чуть запасом взял 30 квадратов, но пока я тут собирался все это делать, короче, жена все это утащила на свои прекрасные красивые грядки, чтобы все там было красивенько, четненько. Ну, короче, в итоге у меня не хватило, и вот у меня был какой-то белый, ну, конечно, паршивый такой, вот он рвется прямо из пальца. Но так тупо застелить, чтобы никуда ничего не укатывалось, нормально. Короче, ну и вот, материал вон он. Баня будет строиться из доски 150 на 50. И, собственно, надо начинать. Надо начинать напиливать, значит, обвязку. Напилить обвязку, будет собираться пакет из 3 досок. Все, по размерам пилим.